мини-сериале есть особое удовольствие. Ты заранее знаешь, что история не будет тянуться бесконечно. И в хорошем мини-сериале это чувствуется сразу. История не блуждает, не делает лишних кругов, а шаг за шагом ведет тебя к точке, где все должно сойтись. Здесь нет ощущения, что тебя держат у экрана просто ради следующего сезона. Я собрал 10 таких проектов, вышедших за последние 3 года, и у каждого есть одно общее свойство. Они рассчитаны на цельное, законченное впечатление. В этом выпуске жанры будут постоянно менять угол. От камерного детектива и криминального давления до исторической жестокости, нео-нуара, личной драмы и странной мистерии. Но принцип отбора один. Каждый мини-сериал должен быстро втягивать, держать внутренний ритм и доводить свое напряжение до осмысленного финала. 10 завершенных историй, каждая из которых умещается в пару вечеров. Начнем. У Агаты Кристи больше 60 романов, и экранизируют из них одни и те же 5 или 6. Пуаро, Мисс Марпл, Убийство в Восточном экспрессе, снова. Поэтому, когда появляется адаптация «Тайны семи циферблатов», романа, который редко вспоминают даже самые преданные поклонники, это уже достаточный повод присмотреться. Роман написан в 1929 году, и сама Кристи считала его легким, почти приключенческим, далеким от своих лучших детективных текстов. Экранизация берет эту легкость и работает с ней на удивление серьезно. Вместо привычного сыщика в центре оказывается Бандл, молодая аристократка, которая приезжает на загородную вечеринку в английское поместье и неожиданно становится свидетельницей смерти одного из гостей. Она решает расследовать случившееся сама, без полиции и без привычного детективного аппарата. И именно это решение делает историю живой. Расследование движется по интуиции, по ошибкам и личным догадкам героини, а зритель оказывается рядом с Бандл, в том же темпе, с тем же недостатком информации и с тем же сомнением в каждом новом выводе. 3 серии, весь мини-сериал уже целиком доступен на Netflix. Для такого материала это важный плюс. Компактность формата работает на ритм классического детектива. Завязка, нарастание подозрений, развязка. Без провисания и без лишней побочной линии. Кристи здесь переведена в чуть более современную и ироничную интонацию, и именно это вызвало оживленный спор среди поклонников. Одни считают адаптацию слишком свободной, далекой от духа оригинала. Другие принимают ее как самостоятельную версию, которая дышит по-своему и находит собственный ритм внутри знакомого сюжета. Когда о трехсерийном камерном проекте с жаром спорят те, кто знает первоисточник наизусть, это, пожалуй, лучший признак того, что экранизация действительно задела за живое. После легкого детективного спора вокруг Кристи, следующий проект давит иначе. Знакомая, изученная вдоль и поперек история вдруг начинает звучать так, словно ты читаешь ее впервые и не знаешь, чем она закончится. Роман Уильяма Голдинга проходит в школе, пересказывают на экзаменах, цитируют в эссе, и кажется, что от него давно уже нечего ждать. Экранизации были и не одна, но все они были полнометражными. Телевизионная адаптация появилась впервые, и 4 серии дали этой истории именно то, чего ей всегда не хватало на большом экране – время. Время наблюдать, как группа школьников на безлюдном острове пытается выстроить хрупкий и неустойчивый порядок. Время следить за тем, как этот порядок начинает трескаться по швам. Медленно, почти незаметно, через первый отказ подчиняться, через грубость в голосе, через молчание вместо ответа на просьбу. Драма выживания здесь держится на тишине, на паузах между решениями, на крупных планах лиц подростков, которые сами еще не осознают, что именно происходит, и уже меняются изнутри. 4 серии, каждая из которых строится вокруг своего перелома, момента, после которого остров становится менее безопасным, а голоса мальчиков звучат жестче. Камера держит лица долго, и именно в этих планах видна работа молодого актерского состава. Даже зрители, которые приняли сериал с оговорками, отдельно хвалят ребят, исполнивших центральные роли. Они держат экран так, словно камера для них давно привычна. У Голдинга ужас рождается из наблюдения. Ты видишь, как обычные детские роли постепенно становятся опаснее, как игра превращается во власть, а свобода — в проверку, к которой никто не был готов.
После острова, где подростки меняются почти незаметно, переходный возраст сжимает похожую тревогу в один непрерывный взгляд. Камера включается и не выключается до самого конца серии. Филипп Барантини уже использовал прием непрерывного дубля в полнометражной «Точке кипения», где весь фильм снят одним планом без единой склейки. Здесь он доводит этот метод до нового предела. Каждый эпизод мини-сериала построен как один непрерывный план, и это означает, что зритель физически заперт внутри происходящего. Нет монтажного стыка, за которым можно выдохнуть, нет паузы, чтобы отвести взгляд, собраться с мыслями и напомнить себе, что это постановка. Подросток обвинен в тяжком преступлении. Камера следует за ним, за его растерянной семьей, за следователями, за одноклассниками, одним непрерывным движением, без права на выход из сцены, без возможности перевести дыхание. История разворачивается сразу в нескольких пространствах: школьный коридор, полицейский участок, семейная кухня, и каждая из них звучит по-своему, потому что непрерывный план превращает даже тихий разговор за обеденным столом в сцену с нарастающим внутренним давлением. Зритель стоит рядом, слышит каждое слово и каждую паузу, и у него нет кнопки перемотки, нет возможности отмотать назад и переслушать. 4 серии, и каждая ощущается как прямое наблюдение, почти документальное и очень личное. Ты присутствуешь при допросах, семейных срывах и школьных столкновениях так, будто находишься в той же комнате. Netflix фиксирует за проектом серьезный наградной контекст, включая внимание Эмми и место среди самых просматриваемых англоязычных сериалов платформы. Эти цифры лишь подтверждают то, что каждый зритель чувствует сам при просмотре с первых минут. От этого мини-сериала физически сложно отвернуться, потому что камера не дает тебе такой возможности. Камера не отпускает, и ты тоже не можешь. А когда последняя серия заканчивается, в наступившей тишине еще долго звучит все, что было сказано. После камерной тревоги школьных коридоров здесь резко раскрывается пространство. Пыль, холод, бесконечная земля, где спрятаться негде, и помощи ждать неоткуда. Американский фронтир середины 19 века показан здесь так, как его показывают крайне редко. Это территория, которая убивает равнодушно, без злого умысла и без предупреждения. Просто потому, что именно так устроена эта земля. Люди пересекают местность, где каждое решение – идти через перевал, довериться незнакомцу, остановиться на ночь в чужом лагере – может оказаться последним. Сериал намеренно не торопится объяснять, кто здесь прав, и принципиально не делит героев на своих и чужих. Здесь все чужие друг другу, и доверие стоит дороже, чем вода и пули. 6 серий на Netflix, без долгого разгона и лишних объяснений. И каждая ощущается как переход через враждебную территорию, рядом с людьми, у которых слишком мало шансов выжить. Питер Берг пришел к этому проекту через конкретный исторический интерес. Его привлекли события войны в Юте и резня в Маунтин Медоуз. Он глубоко изучал эту тему и пришел к убеждению, что она заслуживает полноценного, честного экранного рассказа. История выросла из реального прошлого, и это ощущается в каждом кадре. Здесь нет романтизированного Дикого Запада с ковбоями и эффектными перестрелками на главной улице. Есть тяжелая, опасная земля, снег, грязь, чужие костры на горизонте и люди, которые просто пытаются пройти через эту территорию и остаться в живых. В производстве участвовала консультант по коренной культуре Джули О'Кифф, а съемочная команда отдельно работала над языком и культурной достоверностью, чтобы коренные народы были показаны с уважением и исторической точностью. Когда вестерн снимают с таким вниманием к тому, что стоит за каждым кадром и каждым словом, масштаб истории перестает быть просто декорацией. Он становится давлением, которое ощущаешь кожей. После «Фронтира», где опасность видна в снегу и грязи, «Нулевой день» переносит угрозу в кабинеты и цифровую инфраструктуру. Вход в этот проект держится на имени Роберта Де Ниро. Его лицо знакомо зрителям нескольких поколений, и каждая новая роль такого актера становится событием. Главную роль в телевизионном сериале он получил впервые, и это событие само по себе.
Актер такого масштаба и с такой биографией выбрал для своего телевизионного дебюта проект, который требует совсем другого ритма и другой актерской энергии, чем большое кино. Телевидение требует длинного дыхания, и Де Ниро принял этот вызов. Поэтому формат мини-сериала здесь особенно уместен. Де Ниро здесь играет бывшего президента Соединенных Штатов, которого возвращают из отставки с единственной задачей – возглавить независимую комиссию по расследованию масштабной кибератаки, парализовавшей инфраструктуру целой страны. 6 серий плотного, тяжелого политического триллера, где главное напряжение рождается в кабинетах, закрытых совещаниях и тихих разговорах, где каждое слово подбирают осторожнее, чем следующего политического союзника, а пауза иногда звучит опаснее угрозы. Атака уже произошла. Инфраструктура повреждена, общество в панике, доверие к власти рухнуло. Вопрос, кто за этим стоит, кому выгодно довести расследование до конца, а кому выгодно его тихо провалить, направить по ложному следу или использовать панику в собственных политических целях. Netflix отдельно выпустил экспертный разбор того, возможна ли подобная угроза, уязвимость нулевого дня в реальности. Опрошенные специалисты по кибербезопасности подтвердили, описанный в сериале сценарий ближе к осуществимому, чем кому-либо хотелось бы. И в этом главная тревога проекта. Его сюжет построен на том, что уже технически возможно, на уязвимости, которую пока не обнаружили, но которая может существовать прямо сейчас, в эту самую минуту. Экран выключается, а вопрос остается. Насколько далеко все это от новостей, которые мы читаем каждое утро? После политического триллера, где опасность прячется в системах и кабинетах, Рипли резко сужает масштаб до одного человека и его желание присвоить чужую жизнь. Том Рипли приезжает в солнечную Италию по чужому поручению – найти сына богатого американца и уговорить его вернуться домой. Поручение простое, оплата щедрая, задача выглядит понятной и безобидной. Проблема в том, что Рипли очень быстро понимает – чужая жизнь, вилла на побережье, деньги, свобода, итальянское солнце нравится ему гораздо больше собственной. И он начинает спокойно, терпеливо, с пугающей методичностью думать, как сделать эту чужую жизнь своей. Персонаж Патриции Хайсмит – один из самых разобранных и изученных в криминальной литературе, и каждая из предыдущих экранизаций выбирала для него свой собственный ракурс – обаяние, тревогу, иронию, моральное сочувствие к человеку, который переступает черту. Эту версию полностью контролирует один человек – все 8 серий подряд. Обладатель Оскара Стивен Зейлиан выступил создателем, сценаристом и режиссером всех 8 серий. Такая степень авторского контроля на телевидении встречается крайне редко, и она определяет характер проекта целиком. Каждая сцена выстроена с хирургической точностью, которая ощущается в монтаже, в ритме диалогов, в длине пауз и в том, что камера показывает, а что намеренно оставляет за кадром. Сериал снят целиком в черно-белом изображении. Это визуальное решение превращает солнечную Италию в пространство нео-нуара, где тени работают как полноценные участники кадра, а свет словно отступает перед человеком, который в нем находится. Улицы, лестницы, тесные итальянские интерьеры, каменные стены и узкие проходы – все обретает тревожную глубину, словно пространство вокруг Рипли постепенно сужается. Рипли здесь действует точно и без единого лишнего движения. Камера наблюдает за ним с тем же холодным вниманием, с каким он сам наблюдает за окружающими. 8 серий на Netflix тянутся медленно и уверенно, как человек, который уже решил, чего хочет, и точно знает, как это получить. От холодной методичности Рипли логично перейти к истории, где давление рождается из гораздо более бытового жеста. Молодой комик живет в Лондоне и пытается запустить карьеру, которая пока никуда не движется. Выступления в маленьких клубах перед полупустыми залами, случайные подработки, ощущение, что время уходит, а шанс так и не появляется. Однажды он проявляет обычную вежливость к незнакомой женщине в баре, предлагает чашку чая, говорит пару теплых слов, и эта минутная вежливость становится точкой, из которой разворачивается кошмар, который он не в силах остановить.
без ухода в грубые подробности. Навязчивые сообщения в любое время суток, неожиданные появления у дома и на работе, ощущение постоянного чужого присутствия и медленное, мучительное понимание того, что ситуация гораздо сложнее и опаснее, чем казалось на первый взгляд. Ричард Гетц создал этот мини-сериал и сам сыграл в нем главную роль. Материал вырос из его собственного сценического проекта, и личная природа истории ощущается в каждом эпизоде. Здесь нет защитного слоя вымысла, нет безопасной дистанции между автором и его героем, и эта неудобная, беззащитная близость делает просмотр почти физически некомфортным и одновременно невозможным для остановки. 7 серий, в которых тревога нарастает через внутреннее состояние человека, не знающего, как выбраться из ситуации, которую он сам, того не желая, запустил. Сериал давит медленным сужением пространства вокруг героя. С каждой новой серией вариантов становится меньше, а ощущение ловушки сильнее и плотнее. Тональность необычна и непредсказуема. Здесь есть черный юмор и нежность. Есть моменты, когда смеешься и тут же чувствуешь неловкость за собственный смех. Проект получил 6 премий Эмми и 2 премии «Золотой глобус» — награды, которые подтверждают то, что зритель понимает уже с первой серии. Перед ним история, рассказанная с такой степенью откровенности, что отвести взгляд означает пропустить самое важное. После истории, где узнаваемая повседневность постепенно становится ловушкой, «Пингвин» начинает с привычного ожидания. Раз это мир комиксов, зритель ждет маски, плащи, схватки на крышах, визуальные эффекты и финальную битву добра со злом в последней серии. Сериал быстро переводит это ожидание в криминальную драму Готэма. Этот мини-сериал в завершенной телевизионной форме продолжает экранную криминальную сагу мира Бэтмена Мэтта Ривза. И здесь нет ни одного супергероя, ни одной маски и ни одного плаща. Есть Готэм — мокрый, грязный, тесный и опасный город, где правила устанавливает тот, кто сильнее, а союзы между людьми держатся ровно до тех пор, пока выгодны обеим сторонам. Борьба за контроль над улицами и районами построена по законам криминальной драмы, по тем же правилам, которые работают в историях о мафиозных семьях, уличных войнах и жестоких территориальных переделах. Колин Фаррелл возвращается к роли Оз Кобба, и его работа здесь гораздо ближе к портрету реального уличного преступника, чем к комиксному злодею в карикатурном костюме. Многослойный грим, пластика, полностью измененный голос, тяжелая уверенная походка. Внешность перестроена настолько, что узнать Фаррелла в кадре почти невозможно. За этой маской скрывается человек, который хочет власти жадностью и терпением, и именно это сочетание расчетливой хитрости, показного дружелюбия и мгновенной готовности к грубой силе делает его по-настоящему опасным и непредсказуемым. 8 серий на HBO, и каждая из них тянет дальше, потому что ставки неуклонно растут по правилам криминального жанра, а не по правилам супергеройской франшизы. Готэм в этом мини-сериале просто город, жесткий и бескомпромиссный, в котором слишком много людей хотят одного и того же. И именно поэтому сериал оставляет криминальное послевкусие. Власть здесь похожа на улицу, которую каждый пытается занять раньше остальных. От темных улиц Готэма логично перейти к другой городской загадке. Здесь тоже есть тело, город и ощущение, что обычное расследование сразу выходит за пределы привычного. 4 детектива, 4 временные линии, одно и то же мертвое тело. 1890 годы, 1941, 2023 и 2053. В каждой из этих эпох в одном и том же месте лондонского района Уайтчепел находят одного и того же мертвеца. Как такое возможно? Вопрос, с которого все начинается и который запускает всю конструкцию. И весь мини-сериал является именно такой конструкцией. Масштабной детективной головоломкой, где каждая эпоха расследует одну и ту же смерть своими методами, в своем историческом контексте и по своим правилам. Мини-сериал основан на графическом романе Си Спенсера, и источник здесь важен. Именно визуальная природа комикса позволила изначально выстроить повествование, в котором 4 параллельных сюжета соединяются через совпадения, улики и вопросы, которые появляются задолго до каких-либо ответов и заставляют зрителя строить собственные версии.
8 серий на Netflix, и темп нарастает с каждой новой серией. Связи между эпохами проступают постепенно, и главное удовольствие зрителя в тот момент, когда разрозненные, казалось бы, случайные фрагменты начинают складываться в единую картину. Каждая из 4 временных линий отличается визуально, сохраняя главную загадку до конца. Цвет, темп монтажа, стиль диалогов, даже манера съемки подстроены под свою эпоху. Детектив в дождливом викторианском Лондоне действует и мыслит совсем иначе, чем следователь в технологичном мире середины 21 века. И сериал превращает эту разницу в самостоятельный источник напряжения. Это детектив, созданный для внимательного и терпеливого зрителя. Любая сцена может содержать деталь, которая окажется ключевой через 2 серии. Экран выключается, а ощущение точно и безупречно собранной конструкции остается надолго. Хочется немедленно вернуться к первой серии, пересмотреть и заметить все, что пропустил. После конструкции, где одна загадка расходится по 4 эпохам, финальная позиция выпуска возвращает историю к одному человеку. Элизабет Zott. Химик. Талантливый, точный, блестящий химик, которому в консервативной Америке начала 60-х годов не дают работать в лаборатории по единственной причине – она женщина. Ее серьезные научные исследования присваивают коллеги-мужчины, ее идеи игнорируют на совещаниях, а ее настойчивость и требовательность к точности воспринимают как проблему трудного характера, хотя именно в них видны настоящий профессионализм и преданность делу. Когда обстоятельства выталкивают Элизабет из науки, она оказывается перед телекамерой, ведущей кулинарного шоу, в котором каждый рецепт она превращает в урок химии, а каждый такой урок на глазах у миллионов домохозяек становится тихим, методичным бунтом против правил, которые решили за нее, кем ей быть и чем ей заниматься. Бри Ларсон играет главную роль и одновременно выступает исполнительным продюсером проекта. Обладательница Оскара вкладывает в Элизабет спокойную ярость. Героиня держится ровно, говорит точно, удерживает внутреннее напряжение и методично, шаг за шагом, доказывает свою правоту через действие. Ларсон работает здесь без внешних актерских эффектов. Вся сила ее исполнения в точности взгляда, в паузах между фразами, в том, как она произносит химические термины, словно это единственный язык, которому она полностью и безоговорочно доверяет. 8 серий на Apple TV+, по роману Бонни Гармус. Адаптация вызвала живой и эмоциональный спор среди читателей, очень хорошо знающих исходный роман. Одни считают, что сериал слишком свободно обошелся с книгой, другие выделяют его эмоциональную завершенность и точность центрального женского образа. Этот спор – признак того, что история по-настоящему затронула тех, кто знает ее в обоих вариантах. Когда финальная 8-я серия заканчивается, остается то самое ощущение, ради которого и существуют лучшие мини-сериалы. История рассказана полностью, точка поставлена, а тебе все еще есть о чем думать. 10 мини-сериалов и 10 разных способов быстро втянуть зрителя в историю. Одни берут загадкой, другие — атмосферой, третьи — характером, давлением обстоятельств или странным устройством самого сюжета. Но у всех работает один принцип — формат не расползается, история держит ритм и ведет к финалу, который нужен самому рассказу. В этом и есть особая сила хорошего мини-сериала. Ты включаешь его на вечер, а потом вдруг понимаешь, что уже живешь внутри этой истории. Следишь за каждым решением, ловишь детали, начинаешь спорить с героями и ждешь, куда все повернет дальше. А после финала остается то самое послевкусие. Будто прошло всего несколько серий, но за это время ты успел прожить тревогу героев, понять их выбор, втянуться в тайну и почувствовать, как трудно выбраться из обстоятельств. Именно такие проекты хочется вспоминать уже после титров. Они короткие по форме, но плотные по ощущению. Если что-то из этого списка вы еще не видели, присмотритесь. Возможно, именно там окажется ваш следующий сильный мини-сериал. Напишите в комментариях, какие мини-сериалы последних лет зацепили вас сильнее всего. Возможно, именно ваша рекомендация откроет следующий выпуск. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.